Всем привет! Я плотно подсел на бумеранге. И после 72 масштаба перехожу на масштаб побольше, 35. И какой выбрать? Хорошо или плохо, но фирм, выпускающих бумеранги в 35-м, всего две. Это китайская панда и российская звезда. Поможете с выбором? Да, и кроме этих двух моделей покажу и множество дополнений к ним. Я думаю, что они лишними не будут. Так как модель от китайского производителя вышла раньше, то начну именно с нее. Год выпуска 2016, цена набора 3030 рублей. Что внутри коробки? Резиновые покрышки колес, пластиковые детали. Инструкция. Декаль, фототравление, металлический трос. Литник с прозрачными деталями и схема окраски модели. Низ корпуса БМП выполнен в одну деталь. Литье хорошее, облоя мной не замечено. Хорошая детализация. По отзывам моделистов, уже собравших эту модель, стыкуемость деталей отличная, без сучка и задоринки. Но есть вопросы по матчасти. Верх корпуса также сделан в одну деталь. Это как плюс, так и минус. Есть случаи, что деталь корпуса изначально гнутая в коробке. У меня вроде как нормальная. Литник с боевым модулем, основная часть которого, можно сказать, уже собрана. Две установки корнет. Ствол 30 мм пушки 2,42, очень неплохо отлитый. Детали экстерьера корпуса. Обращаю ваше внимание на водометные движители, которые отлиты целиком. Это прям порадовало. Два одинаковых литника. В основном это детали ходовой части машины. Диски колес. Количество деталей в наборе небольшое. Так что если в удовольствие быстро собрать БМП, то это вам, но и мне, конечно, нужно сблизиться к этому набору. Литник с прозрачными деталями. Восемь резиновых покрышек колес. Резина грубая, сгибается очень тяжело. А вот качество хорошее. Есть надписи на бортах. Отличный протектор. В наборе присутствует металлический трос. Небольшая плата фототравления. Декаль на парадный вариант машины. И очень достойная инструкция. Содержимое набора. И пошаговая сборка. Цветная схема окраски и нанесения декалей. Первый вариант парадный 2016 год.
Второй вариант – парадный 2015 год. И перехожу к модели российского производителя. Бумеранг фирмы «Звезда». Стоимость модели 2190 рублей. Год выпуска 2019. Содержимое коробки. Опс, пардон, момент, все сделаю, как должно быть. Вот так должно быть. Пластиковые детали. Резиновые покрышки колес. Инструкция. Декаль, трос, веревка, литник с прозрачными деталями. Имитация зеркал и схема окраски модели. Низ корпуса, так же как и у Панды, отлит в одну деталь. Стыкуемость деталей, по отзывам, тоже как и у Панды, на ура. По мат-части Звезда больше продвинулась к прототипу. Здесь Звезде можно больше верить, по крайней мере. По размерам детали идентичны с Пандой, но различия в детализации, конечно, имеются. Верхняя половина корпуса здесь дается в разобранном виде, но собрать их трудностей не возникнет. По 72 масштабу на себе проверил. Если приложить корпуса машин друг к другу, различия, если приглядеться, конечно, есть. Но опять же, тут больше верить Звезде. Боевой модуль предлагается собирать самим. Ну и ладно. Та же пара корнетов. Тот же ствол пушки. Здесь детали башни почти аналогичные друг другу. Следующий литник. Водометные движители располовинены. Здесь минус от Панды. Шов обязательно нужно будет убирать. Он на видимом месте находится. Хрупкие крепления зеркал. Здесь просто осторожность. Или заменить на проволоку. В 72 масштабе я и так справился. Два одинаковых литника с деталями ходовой, дисками колес. По ходовой точно проблем нет, а колеса обычно меняют сразу с дисками вместе. Литник с прозрачными деталями. Резиновые покрышки колес. Колеса мягкие и, честно говоря, невзрачные. Больше их количество отлито с браком. Можно найти и более-менее и поставить их во внутреннюю часть, ближе к корпусу, так как протектор направления не имеет. Честно говоря, лучше заменить. Трос-веревка, супер невзрачный. Тоже куда-нибудь деть лучше. Имитация зеркал, вещь хорошая, но толщина большая. В допах есть лучше. Декаль больше размером, чем у Панды. Также парадная лента и цифры и значки. Зачем не нужны, совершенно непонятно. Но пусть будут, конечно. Инструкция черно-белая. Содержимое набора и пошаговая сборка.
Цветная вкладка со схемой окраски модели и нанесением декалей. Первый вариант парадный. И второй вариант трехцветный кама Форум Армия 2017 год. По набору все. Посмотрим, что я нашел в допах. Если чего-то не нашел, то напишите, найду. То, что сразу нужно менять, так это колеса. Допы собирал под модель фирмы Звезда. Но я думаю, что и на Панду они прекрасно встанут. Итак, колеса Mini-Arm, стоимость 1575 рублей. В набор входит 8 смоляных колес и, соответственно, 8 дисков для них. Покрышки сделаны с имитацией нагрузки. Понятное дело, что есть надписи на бортах и прекрасно проработанный протектор. Мое мнение, что они не сравнятся с качеством наборных колес. Каждый диск состоит из 3 частей. Фототравление фирмы Микродизайн стоимостью 573 рубля. Состоит из 2 плат. Первая плата для самой машины, вторая для боевого модуля. В принципе, обойтись без него можно, но можно и улучшить модель, это точно. Ну и хорошая цветная инструкция для набора есть в комплекте. Металлический ствол пушки 2.42 фирмы Magic Models. Цена 1248 рублей. Дорогой какой-то. Антенна ПТК той же фирмы Magic Models. Стоимость 333 рубля. Антенна датчик атмосферы фирмы Zidwall. Стоит 235 рублей. Антенна радиостанции, также фирмы Zidwall. Цена 224 рубля. Ствол пулемета ПКТ фирмы Zidwall. Данное дополнение, как я предполагаю, может подойти к бумерангу. На глаз посмотрел, должно. Окрасочная маска на остекление фирмы CAF Models. Цена 90 рублей. В комплекте есть пленка имитация зеркал с толщиной меньшей, чем у Звезды. В итоге полная стоимость допов составила 4480 рублей. Напомню, что набор Звезда стоит 2190 рублей, Панда 3030 рублей. Может, есть что-то еще, чтобы модель прям засияла? Напишите, если есть. На этом я заканчиваю на сегодня. Спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Приобрести все вы можете на нашем сайте i-modelist.ru. До скорой встречи, ваш Я Моделист и я, Виталий Новиков.